Всем привет! Вы на канале Catherine Color Art. Меня зовут Катерина. В этом акварельном уроке мы нарисуем красное яблочко. Делаем набросок яблока карандашом легким нажатием. Если контуры карандаша слишком жесткими получились, можно убрать их, подтерев резинкой. Чтобы не запутаться во всех тонкостях формы фрукта, можно делать небольшие отметки на самом яблоке. Это обязательно будет блик, также тень под яблоком и основные изгибы на его поверхности. Так как яблоко у нас красное, можно было бы легко подумать, что за основу оттенков можно брать только красный и в крайнем случае оранжевый цвет, и чтобы писать тени, просто сделать красный гуще и темнее. Но такой подход сделает яблоко неживым, оно будет выглядеть очень глухо по цветовому спектру и не так интересно, как хотелось бы. И разглядев фотографию любого красного яблока, можно удивительным образом обнаружить практически целый спектр различных цветов. В теневых участках это фиолетовые и синие оттенки, а в светлых оранжевые, желтые, светло-зеленые и в конце концов светлый, почти белый блик. Но блики редко бывают чисто белыми, они чаще имеют какой-либо оттенок. Начнем писать яблоко с углубления возле плодоножки. Я для этого взяла смесь лимонной, желтого кадмия и светло-зеленой краски. Сначала мы покрываем яблоко основными цветами, которые мы нашли на фотографии. То есть это оттеночные цвета, которые трудно уловимы обычным глазом. Плотность краски вначале не обязательно должна быть сильно насыщенной. Стараемся сохранять прозрачность акварели. Для первоначальной заливки яблока я использую смесь лимонной краски, желтого кадмия, также использую алую, карминовую и голубую. В смеси с карминовой краской голубая дает очень красивый фиолетовый оттенок, который находится на границе между освещенной и теневой частью яблока. Перед тем, как мы приблизимся к реалистичности изображения яблока, для начала следует наложить именно вот такой фантазийный цветной слой. Кстати, так выглядит тоже очень неплохо. Постепенно делаем яблоко более сочным, более насыщенным. Добавляем пигмента. На освещенный участок яблока преимущественно наносим красные оттенки. Это карминовая, алая на хорошо освещенной части. Также можно добавить небольшие штрихи на яблочко. Мы же знаем, что на яблоке есть разные неровности, разные полосочки, крапинки, черточки. Эти особенности поверхности яблока можно выполнить с помощью просто высветления краски, с помощью кончика сухой чистой кисти, а также темной бордовой или фиолетовой краской сделать небольшие акценты на поверхности в виде полосочек, штрихов и так далее. Все затемненные участки на яблоке – это углубление возле плодоножки, рефлекс и теневая сторона яблока, а также тень – все это будет иметь синие оттенки. В смесь с карминовой краской просто добавляем синей краски, а тень будет чисто синего цвета. Каждый последующий слой краски наносим очень осторожно, легко касаясь кистью, чтобы не сделать некрасивые белые пятна. Края нашего блика следует немножко сделать размытыми. Для создания нужной фактуры кожицы можно сделать небольшие крапинки. Теперь прорабатываем мелкие детали яблока. Штрихами на поверхности кожицы
мы обозначаем форму и объем яблока, таким образом делая его фактурным и как бы настоящим с виду. Для плодоножки я беру смесь железоокисной красной, желтого кадмия, а также сепии. Теневой участок на плодоножке справа будет синего цвета. Добавляю немного золотистой краски в сердцевину в углубление. Тень под самим яблоком я пишу смесью синей и карминовой краски. Чем дальше от яблока, тем более синяя будет тень. А ближе к яблоку можно наметить карминовый рефлекс, как цвет самого яблока. Помним, что предметы, расположенные рядом, отражают цвета друг друга. Под яблоком тень будет насыщеннее и темнее. Границы тени можно аккуратно размыть слегка влажной чистой кисточкой. Добавлю немножко синего в блик, а также в верхнюю часть яблочка, поскольку наверху тоже есть затененные участки. Тени на боках прописываю темной фиолетовой краской, смешиваю карминовую и синюю. Мне захотелось добавить еще насыщенности. Продолжаем уточнять мелкие детали. Белые крапинки на поверхности можно высветлять чистой сухой кисточкой, кончиком. Углубляю тень на боку яблока темно-фиолетовой и карминовой краской, создавая плавный переход цветов. В тень вношу синий. Рефлекс в нижней части яблока оставляю синим. Не делаю его слишком темным, иначе эффект объема пропадет. Тень от плодоножки также пишу синей краской.
Если вы хотите ознакомиться с другими моими акварельными уроками, ссылка будет в описании под этим видео, а также в верхней правой части экрана. Спасибо за внимание, что рисовали вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А я прощаюсь с вами. Всем до новых встреч!